Всем привет, с вами Мирфис, и сегодня у нас 29 серия моего Уикса, что если цивилизация начнется сначала. В прошлой серии у нас появились скандинавы, достаточно неразвитые, но претендующие на становление чем-то большим, чем просто племена. И, конечно же, закончилась Корейская война. Можем начинать эту серию. Поехали! Ну и еще добавлю, что у меня появился свой телеграм-канал, ссылка в описании или QR-код на экране. Там будут публиковаться разные опросы, анонсироваться новые видео, может какие-то приколы будут и, конечно же, показываться мой любимый котик. В общем, переходите, всех вас там жду. Теперь точно начинаем. Начнем с Индии. Мы увидим, как зеленые вторгнутся в коричневых и достаточно быстро подойдут к столице этих самых коричневых. Потом страна коричневых будет полностью захвачена и также полностью включена в состав зеленых. Дальше у нас активно исследуется море рядом с Индией и сама Индия. Дальше мы увидим, что Катар начнет активно налаживать торговлю с Индией, в частности с зелеными и с красными. Хоть эти двое между собой не ладят, но Катару это не мешает. В целом, Катар на самом деле сейчас становится достаточно богатым. После этого мы увидим масштабные расширения и появление новых стран в Индии. И на самом деле этот регион развивается очень быстро, ведь благодаря торговле с Катаром и некоторым инвестициям этого самого Катара в этот регион, а также отсутствию здесь прям по-настоящему крупных держав, по факту никто не мешает местным странам спокойно развиваться. Разве что, может, эти страны сами себе иногда и мешают. Так мы увидим, как зеленый Пакистан начнет новую войну, вторгнувшись в небольшую страну голубых. Но да, голубые, конечно, максимально не развиты, у них даже столицы нет, и война для зеленых на самом деле максимально простая. Так что я даже думаю, вы не удивлены, если я скажу, что голубые будут полностью присоединены в состав зеленых. И видите ли, голубые были настолько неразвиты, что у них с фиолетовыми даже не было толком установленной границы. А потому после присоединения голубых между зелеными и фиолетовыми случился диалог и была установлена более точная граница. Еще одна война случится недалеко на западе. Персия вторгнется в розовых. Достаточно быстро окружив столицу розовых, персы будут продвигаться по остальной стране розовых, пока не окружат и второй крупный город. Конечно же, против этой войны был Кювейт, как старый враг Персии. Он даже думал о начале вторжения в эту самую Персию, но грамотно оценив свои силы, Кювейт понял, что да, это пока что невозможно. И ему сейчас победить Персию будет крайне тяжело и затратно, а может и невозможно. А потому было принято решение затерпеть и бросить розовых на произвол судьбы. Правда, что особенно обидно, теперь персы получат свободный доступ в море. Раньше кювейцы еще кое-как контролировали этот доступ, но теперь персы будут спокойно плавать. И что страшнее, Персия будет наращивать сотрудничество с Катаром, ведь если сейчас между ними просто довольно хорошие отношения, то после полноценного доступа к морю, Персия вполне себе может заполучать огромные торговые привилегии от Катара. Тогда как отношения между Кювейтом и Катаром все ухудшаются, и между ними уже начинается полноценная торговая война, и, конечно же, нарастает конфликт за вот этот регион. А Персия тем временем захватывает оба крупных города у розовых, и после этого, конечно же, включает этих розовых в свой состав. Восточнее у нас появляются две новые страны, и севернее чуть-чуть расширяется Персия. А вот эта вот салатовая страна крайне зависима от Персии, да настолько, что в один момент фактически становится марионеткой этой самой Персии. И знаете, нам определенно кое-чего не хватает. Крупные города и столица. И как удачно так вышло, что я обладаю так называемой секретной магией монтажа и сумел буквально за секунду добавить все эти новые города и столицы. И перед тем, чтобы идти дальше, добавлю два новых индийских племени на будущее. Дальше у нас Аравийский полуостров, где мы увидим расширение Катара. Также у нас проходит исследование на севере Аравийского полуострова, и здесь же у нас происходит расширение Кувейта, Южного Ирака и Синая. Помимо этого, здесь также появляется новая страна. Чуть-чуть, кстати, о самом Синае. Я думаю, вы явно заметили то, что последнее время он достаточно пассивный, не вступает ни в какие крупные войны или даже не проводит никакие сверхмасштабные расширения. Все дело в том, что последний император Синая
придерживаются некоторые политики изоляционизма. Да, они дружат с Антиохией, с Эпиром, активно с ними торгуют, но при этом они все же стараются сидеть внутри своей страны и развивать ее. Дальше у нас исследования на северо-востоке Персии, а местное племя частично цивилизуется. И, конечно же, у нас расширяются наши старые страны и появляются здесь новые. Перекрас и масштабные исследования в Центральной Азии, а после этого у нас, соответственно, расширение и появление новых государств. Кстати, для контекста, розовые достаточно хорошо общаются с синим племенем на севере. Возвращаемся к Руси, здесь проходят масштабные исследования, а также устанавливается контакт с местными племенами. А после этого у нас, конечно же, и расширение вместе с ними и появление новых государств. Дальше мы увидим расширение половцев, что будет грозить достаточно серьезным разграблением потенциальным странам бывшего Крыма. Отчасти из-за этого ни желтые, ни ярко-красные не смогут серьезно расшириться. А вот кто сможет, так это Румыния. И еще тут Дакия развалится, из нее все-таки выделится этот самый оранжевый южный региончик. А Кавказия в целом в шоколаде и захватывает все больше и больше новых территорий. И вот, знаете, я смотрю на карту, и мне кажется, что чего-то не хватает. Но чего же? Ах да, крупных городов. Ну-ка, опять колдуем. Ой, как хорошо, однако, у меня выходит. Вот у нас и крупные города, и столицы на месте. Направляемся к Скандинавии, а точнее чуть восточнее, в Прибалтику-Петербург. Здесь у нас проходят очень активные исследования, расширения и появление новых государств соответственно. Сначала это все происходит в Петербурге, затем двигается западнее в сторону Прибалтики, так у нас же открываются территории Латвии. После этого мы увидим, как у нас финны расширяются, а за финнами и наши шведы. Более того, мы увидим из Швеции двух мореплавателей. Нынешний вождь отправит одного своего сына на север, в результате чего тот полностью оплывет и исследует север Балтийского моря, и даже создаст там колонию Швеции. Но не на самом севере, потому что там он столкнется с еще не цивилизованным племенем. А второго сына он отправляет на юг, в результате чего почти весь юго-запад Балтийского моря, если не весь, будет исследован, и даже откроется Германия и Дания. Шведы колонизируют Германию, встретят тут северогерманское племя, также найдут датское племя, а синие и розовые также постепенно начнут свою экспансию, колонизируя новые территории по соседству. Дальше мы двигаемся в Нидерланды. У нас тут и вокруг Великобритании исследования, а также встреча с шотландским племенем. Вот что у нас по исследованиям в Германии и по расширениям стран в Нидерландах. Также у нас страны расширяются и во Франции, и в Англии тоже. И знаете, вот чего-то тут не хватает. Да, чего же интересно. Ну что же, время третий раз поколдовать за данную серию. Странно, почему-то не работает. Ну, блин, видимо, не судьба, придется в следующий раз тут расставить столицы и крупные города. В Эфиопии у нас исследования и расширение. Синай все еще доминирует в регионе, но в колониях все так же нарастает напряженность. А еще мы увидим, как вот эта вот небольшая красная страна начнет действительно очень быстро расширяться, поглощая частично свое же племя. Синай продолжает колонизировать побережье Красного моря. На севере Африки у нас также исследования, расширение Синая, расширение Финикии и расширение Карфагена также. Тем временем Кувейт нападет на небольшую оранжевую страну на севере. Война это никаких проблем не вызовет, и вскоре вся страна оранжевых, кроме столицы, будет быстро захвачена. Однако кувейтцы не учли того, что у них все-таки есть угроза, которая готова воевать. Так мы увидим, как персы потребуют немедленного вывода войск из страны оранжевых. И когда по расчетам Персии сообщение с этим требованием доходит до столицы Кувейта, они в этот же день объявляют войну Кувейту. В целом наступление Персии окажется крайне удачным. Они быстро будут подходить к крупным городам, один даже им удастся взять, окружат остров по суше и даже зайдут на территорию самого острова, а также будут проводить атаки в целом по всей линии фронта. Еще один крупный город им удастся окружить, также достаточно быстро и просто.
Кювейцы начинают ответное наступление довольно быстро, выкидывая персов с своих территорий и отбивая город из-под окружения. Также они решают сделать морскую высадку прямо в недавно захваченных розовых, и при поддержке этих самых розовых им удается быстро взять город Персии в окружение. А персы захватывают тот самый остров. Вскоре кювейцы возьмут в окружение и второй город персов на территории бывших розовых, и в целом захватят почти все их прежние границы. Другая Персия вскоре также вступает в войну. Достаточно быстро они начинают продвигаться по территориям Кювейта и берут ближайший крупный город в окружение. Вскоре они попытаются атаковать еще один крупный город и также возьмут его в окружение. Тем не менее, кювейцам вскоре удастся отбить атаку персов на второй крупный город и снять с него осаду. Северная Персия вскоре также вступит в эту войну и начнет продвигаться по Западной Персии. Тем не менее, продвижение это будет не самым простым. А всему виной банально тот факт, что тут не так много городов и не самый приятный ландшафт, из-за чего продвижение замедляется. Тем не менее, им все-таки удается достаточно близко подойти к ближайшему к себе с юга крупному городу. Хотя Западной Персии удастся чуть-чуть отодвинуть войска Северной Персии обратно, но не слишком хорошо. Хотя им все-таки удастся зайти на территорию Северной Персии и окружить ближайший здесь крупный город. И знаете, вот я думал будет долгая серия, потому что, 1,5 часа материала плюс-минус, хорошо все. Но смотря на хронометраж в 11 минут, я понимаю, что я, видимо, был слишком наивен. Так или иначе, на этом мы и заканчиваем 29-ю серию моего Уикса, что если цивилизация начнется сначала. Спасибо за просмотр, с вами был Мирфис, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.